Всем привет! Продолжаем издеваться над автомобилем. И сегодня в этом нам поможет вот такая замечательная сетка. Вернее, это обрез сетки от большого куска. То есть данная сетка продается в огромных кусках, длиной примерно метр 20 и шириной 30 сантиметров. То есть одного такого огромного отреза хватает для того, чтобы установить сетку вот сюда в бампер и вот сюда вот вверх, поверх бампера. И еще у меня остался обрез там примерно 20 на 30 сантиметров. Вот так вот это все выглядит. Кстати, вы можете сразу же посмотреть, насколько эффективно она работает. То есть я проехал по трассе там совершенно небольшое расстояние, примерно километров 20. Вот так вот эффективно она работает. То есть данная сетка в первую очередь от камней, от насекомых, чтобы ваш радиатор не пострадал. Стоит такой отрез примерно 500 рублей. Ну, в среднем. То есть где-то есть 300, где-то 400, где-то 500. Вот. Это того стоит, поверьте на слово. То есть сюда отбиваются камни, попадают насекомые, пух, ветки, листья, все остается здесь, ничего внутрь машины не идет. Вот. Сейчас будем ставить сетку сюда. Для этого нам понадобится шлицевая отвертка для того, чтобы вот эти вот клипсы доставать. Вот я половину достал, половина у нас осталась. Достанем клипсы, снимем вот эту накладку, у нас будет доступ сюда к решетке радиатора. И также нам понадобятся вот такие хомуты. Вот такого вот размера. Это очень тонкие хомуты. Они спокойно проходят в эту ячейку. Сетка это самая мелкая ячейка. Не помню, в миллиметрах, по-моему, 5. Итак, поехали. Итак, снимаем накладку. Убираем. Вот что мы здесь видим. Помимо традиционной хондовской коррозии, мы видим, что у нас теперь есть абсолютно свободный доступ в решетку радиатора. То есть, соответственно, мы сейчас вот здесь с этой стороны подставим сетку и будем ее привязывать хомутами. То есть я сейчас сетку наживлю на пару хомутов, потому что мне одной рукой снимать и вязать хомуты будет неудобно. Я ее прихвачу в двух местах и покажу вам всю процедуру в подробностях. Для облегчения процесса инсталляции пришлось сетку разрезать на две неравные части. То есть обратите внимание, вот здесь вот у нас идет воздухозаборник, который у нас продолжается на капоте. Вот здесь вот идет забор воздуха, потом он поднимается на капот и так далее. Вот, и здесь она прикручена винтами. Вот один, там второй, не знаю, здесь мне не видно, да, вот третий, ну и так далее. То есть нам пришлось бы снимать вот эту вот решетку целиком. Потому что здесь не подлезть, или какие-то отвертки тут. Ну, в общем, надо корячиться и так далее. Поэтому я сетку разделил. И вот попробую вам показать. Вот она изнутри вот так вот у нас стала. То есть это отрез от того куска, который я показывал в начале ролика. Сейчас я его буду прихватывать хомутами и вам покажу. Потом мы подгоняем нашу оставшуюся часть. Инсталируем ее вот сюда. И также прихватываем хомутами по той же схеме. Сейчас все продемонстрирую. Так, показываю, как надо устанавливать сетку. Тут, значит, вот сетку мы подрезали, подогнали. Дальше засовываем руку в решетку со стороны капота и втыкаем хомут. Замок у нас, конечно же, остается внутри. Вот так вот мы просовываем. И соседнюю ячейку, ближайшую, возвращаем хомут обратно. Повторяюсь, одной рукой это делать очень неудобно.
теперь со стороны моторного отсека защелкиваем замок хомута. Все, и вытягиваем всю длину хомута под капот. Аккуратно поправляем. Прижимаем сетку, подтягиваем замок. И вот здесь вот у нас после стягивания хомута образуется очень тонкая черная незаметная полоска. То есть решетку нам нужно ставить каким образом? То есть нам нужно ее крепить вверху, внизу, вверху и так далее. То есть вот по примеру, как у нас установлена сетка на самом большом участке. То есть вот хомут, вот хомут, вот хомут, вот хомут. То есть она по максимуму вся притянута и она вся прочно удерживается. С таким же образом мы ставим верхнюю сетку, то есть вам понадобится всего лишь пачка хомутов. Нижнюю сетку можно ставить с помощником. То есть тоже вы примерно размечаете, сколько вам нужно, обрезаете точно так же через это отверстие, только по диагонали эту сетку туда засовываете. Вот я ее достаю. Вам нужен помощник, он будет вам что-то в нужные ячейки проталкивать, чтобы вы могли ориентироваться, куда вам толкать хомут. То есть вы ему подаете хомут, он вам в соседнюю ячейку обратно, вы тут затягиваете замок. Все, потом обрезаете лишние хвосты. То есть точно так же, как мы делаем сейчас вверху. Все, дальше сейчас продолжу в том же духе, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, двумя руками, работа пойдет быстрее. И таким образом мы защитим радиатор как от мусора, так и от камней. Все, всем спасибо, что смотрели, всем удачи в работе.